Привет, друзья! С вами Михаил Снитко, и тема этого видео – как внедрить CRM-систему. Зачем вообще внедрять CRM? Что это улучшит в бизнесе? Если ответ ничего, то внедрять ничего не надо. Первичная задача – это определить, что мы конкретно хотим от этого внедрения добиться. Если отвечать на этот вопрос в лоб, можно нагенерить 1001 полезность. Но задача отталкиваться не от хотелок, а от реализма. Поэтому желательно эти задачи развести на две категории. На какие? На потом и на сейчас. В чем заключается проблема? Дело в том, что у каждого человека горизонт планирования в голове индивидуальный. Каждый предприниматель обладает своим представлением, каким свой бизнес он хочет видеть в будущем. Что перед выбором CRM важно осознать. В первую очередь важно определить, что мы в результате этого внедрения хотим получить, какие задачи CRM должны выполнять и как эти задачи изменятся, например, через год. Принципиальный момент для того, чтобы улучшить что-то, важно сначала это что-то измерить, после чего решить, к чему мы будем наши инструменты улучшения прикладывать. Для чего это надо? Чтобы наши цифры изменились в нужную сторону, что неплохо бы анализировать, когда бизнес уже превратился в бизнес. Во-первых, задача определить, какое количество лидов необходимо для того, чтобы обеспечить нужное количество продаж. Для чего нужна эта цифра? Она необходима с точки зрения оптимизации CPO. Что такое CPO? Это стоимость продажи, то есть сколько денег нам пришлось потратить для того, чтобы клиент купил. Второе – это LTV. Что такое LTV? Это количество прибыли, которое мы получаем с одного клиента за весь период его жизненного цикла. Что нам дают эти цифры? Если стоимость купившего превышает LTV, то бизнес надо срочно закрывать. Почему закрывать? Потому что это не бизнес, а анонизм. Поэтому необходимо срочно предпринимать меры, чтобы LTV стал выше. Что необходимо мерить дальше? Это средний цикл сделки. Что нам дает средний цикл сделки? Он позволяет предсказать, сколько у нас будет денег, например, через месяц. Для чего это важно знать? Это позволяет производить финансовое планирование, чтобы у нас не образовался кассовый разрыв. CRM это высчитывает автоматически и показывает, какие и когда у нас будут поступления. Какие бизнес-требования при внедрении CRM существуют? Задача, чтобы появилась возможность процесс продаж сделать контролируемым как с точки зрения процессов, так и с точки зрения результата. Для чего это надо? Чтобы продажникам можно было внедрить KPI, потому что мотивация продавцов всегда состоит из фикс-составляющей и премиальной части. Вот чтобы KPI был обоснованным, прозрачным и всем понятным, необходима CRM-система. Часто приняв решение внедрить в компанию CRM-систему, многие рассчитывают на бурный рост всех показателей. Но в 90% случаев это не происходит. Почему так получается? Часто многие слишком увлекаются количеством функций в CRM-системе. Дело в том, что возможности программного обеспечения безграничны, но возможности людей, которым придется со всем этим работать, нет. Дело в том, что CRM, нагроможденная функционалом, который фактически компании не нужен, не только не повысит эффективность работы, а скорее всего работу остановит. Почему так происходит? Дело в том, что пока бизнес-процессы в компании не автоматизированы, каждый сотрудник придумывает себе алгоритм сам. Кто-то звонит по телефону, кто-то назначает встречи, кто-то заморачивается коммерческими предложениями и так далее. Какое существует основное правило при выборе CRM? Чем проще, тем лучше. Почему это так? Дело в том, что CRM-система должна выполнять две ключевые функции. Что это за функции? Стандартизировать процесс продаж, делая его прозрачным, и дать менеджерам возможность свою работу оценить, увидеть свои реальные показатели. Зачем это надо? Чтобы начать на них влиять. В сфере IT-индустрии существует такая историческая истина. Нет идеальных CRM-систем. В чем заключается проблема? Дело в том, что не идеальную никто внедрять не хочет. В чем заключается секрет внедрения CRM? CRM станет хорошей после того, как ее использовать хотя бы месяцев 6. А на старте она должна быть достаточно хороша, чтобы с нее начать. Также в процессе внедрения важно выделить хозяина процесса. Кто такой хозяин? Этим человеком может быть роб, либо активный инициативный менеджер, маркетолог или специально обученный CRM-специалист. Дело в том, что, как и в пьесе, никакие роли невозможны без режиссера. Так и при внедрении CRM необходим тот режиссер, который будет этими ролями руководить. Кто этим режиссером может быть? Руководитель компании, либо руководитель того подразделения, которое автоматизируется. Этот человек обязан знать все бизнес-процессы, которые в компании происходят. С чего начинается внедрение CRM? Первое – это формализация требований к системе и описание бизнес-процессов.
То есть сначала идет наведение порядка в бизнесе и проектирование того, как этот бизнес должен функционировать. Второе – это создание программного продукта, который будет наш бизнес дополнять. Третье – это шлифовка, то есть доработка CRM-системы до того состояния, когда она подойдет под наши конкретные задачи идеально. Но ключевое, без чего CRM не внедрить, это консультант. Кто им может быть? И может быть руководитель компании или внутренний сотрудник. Но надежнее всего привлекать специалиста, который специализируется исключительно на внедрении CRM. У такого специалиста есть опыт автоматизации различных бизнесов. У него есть возможность посмотреть на ситуацию непредвзято и выработать конкретные решения под конкретную задачу. Как правильно выбирать консультанта? Если мы говорим про профессионализм, то стоит ли доверять этому человеку как эксперту? Часто бывает так, что человек вроде бы и заявляет, что он готов все сделать, но по факту получается, что он не тянет. Какие при внедрении CRM существуют риски? Риск заключается в том, что проект может завершиться неудачей. Что будет считаться неудачей? Неудачей будет считаться то, что проект вышел за рамки допустимого бюджета, либо затянулись сроки, либо происходит осознание того, что результаты, которые мы получаем, с ожиданиями не совпадают. На что в первую очередь необходимо смотреть. Способен ли человек внятно излагать свои мысли? Если он их внятно излагать способен, то появляется вероятность того, что его можно понять и с человеком договориться. Каким консультант должен быть? Он должен быть компании лояльным. Что значит лояльным? Как минимум не ставить компании жестких рамок, особенно если компания в эти рамки не может влезть. Может быть, прозвучит сентиментально, но человек должен буквально болеть всей душой за тот бизнес, который он модернизирует. Как консультанта отфильтровать? Первый шаг – это понять, будем ли мы с ним работать. Если будем, задача послушать, что консультант предложит, как он будет задавать вопросы, как он попытается представить и изложить схему внедрения. Для чего это надо? Дело в том, что без этого дальше двигаться невозможно, потому что абстрактных сферических CRM в вакууме не существует. CRM – это не строчка прайса и не костюм на рынке, это костюм в ателье. При внедрении CRM существует 1001 параметр, при согласовании которых можно приступать к оговариванию стоимости. Поэтому, если попадается консультант, который с порога заявляет, что может внедрить CRM за какую-то сумму, это жулик. Дальше составляется план внедрения. Это может быть внедрение, например, по гибкой методологии. Что гибкая методология предполагает? Когда на старте определяется какой-то этап. Что это за этап? Чаще всего этот этап заключается в том, чтобы начать использовать CRM-систему как программу, в том виде, в котором она существует. Часто на первом этапе получается так, что клиент понимает, что автоматизировать не стоит. Почему так происходит? Дело в том, что автоматизирование хаоса дает автоматизированный хаос. Если клиент принимает решение от внедрения отказаться, он как продукт сотрудничества от консультанта получает техническое задание и список бизнес-процессов с их описанием. Кто такие консультанты? Это люди, которые автоматизировали не первый бизнес. Это люди, которые поработали с десятками, а то и сотнями других проектов. И как минимум видели, как это в других компаниях происходит. И часто консультируют они в процессе переговоров не только по одной CRM, а по целому комплексу управленческих вопросов. И даже на бесплатной встрече с консультантом можно получить целый пласт вопросов, над которыми придется серьезно задуматься, чтобы деятельность своей компании улучшить. Дальше, если мы принимаем решение, что человек нам подходит, то за что платить деньги? За время этого человека. Консультант вникает достаточно глубоко в те бизнес-процессы, которые в компании происходят. Что происходит дальше? Консультант формулирует ТЗ. Что такое ТЗ? Техническое задание – это не писулька на 50 страниц. Это последовательное, скрупулезное собирание фактов, пожеланий, дополнительных модулей, сценариев и бизнес-процессов. Это интеллектуальный труд, где прописывается каждый бизнес-процесс. Эта работа неблагодарная. Почему? Потому что ценности клиент напрямую сразу не увидит. Но на основе технического задания уже можно оценить примерную стоимость внедрения. Этот документ в любом случае приносит пользу. Почему? Потому что если мы даже от внедрения CRM откажемся, мы понимаем, какие бизнес-процессы у нас существуют, над какими проблемами и в каком формате необходимо работать. Сколько стоит ТЗ? Если речь идет об одном отделе продаж, если это 2-3 роли, и это специалисты, оказывающие услуги, то ТЗ будет стоить порядка 60-70 тысяч. Но многие заказчики CRM-аудит из проекта по внедрению стремятся исключить. Их можно понять. На аудит жалко времени и денег. В чем заключается подвох?
Дело в том, что практика показывает, что без хорошего ТЗ результат ХЗ, поэтому качественно проведенный аудит как раз и позволяет сократить как сроки внедрения, так и сам бюджет. Также не стоит путать технические требования с техническим заданием. Что такое технические требования? Это то, что мы хотим получить. А техническое задание – это то, как будет реализована CRM, чтобы она техническим требованиям удовлетворяла. Также на основе технического задания нам становится очевидно, сколько конкретно потребуется часов для того, чтобы это ТЗ реализовать. На этом этапе можно уже обозначать ценник и озвучивать бюджет. Часто многие удивляются высокой стоимости внедрения, но при правильном подходе этого саботажа не происходит. Почему? Потому что заказчик осведомлен, что в техническом задании изначально закладывается больше функций, чем те, которые оговаривались изначально. Поэтому его задача сводится к тому, чтобы из ТЗ вычеркнуть те функции, которыми он готов пожертвовать. Таким образом, человек подгоняет фактическую стоимость внедрения к своим финансовым возможностям. Вообще, внедрение CRM – это многоплановый процесс. Из каких этапов он состоит? Первый этап – это формализация описания бизнес-процессов, а также разделение их на категории. После чего задача консультанта заключается в том, чтобы взять эти бизнес-процессы, взять готовый функционал CRM и посмотреть, какие в CRM функции уже реализованы, а какие необходимо добавить. Важно понимать, что CRM – это не программа. А что это такое? Это процесс. То есть мы внедряем в свою компанию процесс, и этот процесс у нас начинает происходить. Поэтому, если в работе с клиентами мы какой-то подход меняем, то CRM, как кровеносная система, начинает этот подход подпитывать. Поэтому очевидно, что в CRM тоже должно что-то измениться. Вопрос в том, как часто это будет происходить. Если это будет происходить каждую неделю, то стоит задуматься об абонентском обслуживании. Чем хорошо абонентское обслуживание? Не надо каждый раз торговаться. В чем заключается трудность внедрения софта? Если в компании 10 продавцов и стоит задача, чтобы CRM понравилось всем, это невозможно. В этом случае рекомендуется применять метод под названием волюнтаризм. Как это звучит? Генеральный директор собирает коллектив и говорит: такого-то числа у нас заработает CRM-система, и это факт. А вот в чем я до конца не разобрался, какой персонал у меня к этому времени останется. Обычно после такого демократического и нежного обращения коллективное бессознательное приходит к выводу, что CRM-система очень хорошая. В чем заключается проблема такого подхода? Проблема заключается в том, что CRM всегда внедряется исключительно сверху. Поэтому если руководитель принципы работы с CRM в своей работе не использует, CRM внедрена не будет. Во-вторых, не надо спрашивать у подчиненных, хотят они внедрять CRM или нет. Просто объявляется, что в компанию будет внедрена CRM-система, и все. В этом случае самое главное – показать людям правильный выбор. В чем этот правильный выбор заключается? Он заключается не в том, чтобы внедрять CRM или не внедрять, а в том, что продолжать в компании работать, либо искать новую работу. Внедрение CRM-системы – это не абстракция, это выполнение определенного набора процедур. Что это за процедуры? Первичная задача – это обеспечить выполнение технологии. И второе – дать людям право выбора. Что значит дать право выбора? У сотрудника есть выбор – работать в компании, используя CRM-систему, либо выбор в компании – не работать. И когда человек свой выбор осознает, то большинство сотрудников обычно CRM-систему освоить не против. Обрадует ли людей такой подход? Вряд ли. Но компания же нанимает сотрудников не для того, чтобы их радовать. Для радости можно устроить, например, пьянку. В чем заключается логика? Тут логика в следующем. Человек делает то, во что верит, и верит в то, что делает. Поэтому, когда человек начинает что-то практиковать, и это у него регулярно начинает получаться, он помещает это в свою картину мира. Компания определяет технологии, которыми сотрудники обязаны пользоваться. А как сделать так, чтобы люди это захотели сами? Такого способа нет, потому что они все стремятся к самоограничениям и прозрачности. На каких этапах может возникать сопротивление и как оно может быть выражено? Во-первых, сопротивление может возникнуть еще до того, как будет принято решение о внедрении. Почему так происходит? Дело в том, что человеческую инертность еще никто не отменял, потому что кому-то нравится работать как привыкли, и не каждый жаждет инновационного маркетинга, прогрессивных технологий в продажах и прогнозируемого увеличения прибыли. Во-вторых, сопротивление на этапе принятия решения о выборе конкретной CRM. Третий этап – это когда нужно начать пользоваться, то есть ввести логин, пароль и начать работать по-новому. Обычно на практике какая-то часть персонала является инициатором, понимает и осознает необходимость внедрения CRM, а другая часть компании внедрение CRM саботирует
так как это противоречит их каким-то шкурным интересам. В чем эти шкурные интересы выражаются? Дело в том, что CRM уменьшает возможность злоупотреблять имитацией бурной деятельности. CRM увеличивает контроль, что является пользой для руководителя. Поэтому некоторым сотрудникам может доставлять определенные неудобства. Также часто коммерческий директор смотрит на рынок, видит какие-то CRM-системы, и у него возникает естественный страх, который входит в его зону риска. В чем этот риск выражается? Когда он становится легко заменимым. Что в этом случае происходит? Дело в том, что такой сыкливый руководитель никогда в жизни никакую CRM-систему внедрять не будет. Но как объяснить сопротивляющемуся продавцу, зачем ему нужна CRM? Можно задать один простой вопрос. Назови мне, пожалуйста, 20 своих контактов на прошлой неделе. С кем и о чем ты разговаривал последние 2-3 звонка? После этого вопрос, зачем менеджеру нужна CRM, не возникает. CRM – это не система управления продажами. Это инфраструктура, посредством которой это управление реализовывается. Поэтому сам факт внедрения в бизнес CRM-системы часто к впечатляющим результатам не приводит. Ключевая мысль – это не какую CRM мы установим, а какие процессы у нас в отделе продаж существуют, и что без CRM мы не сможем сделать физически. Потому что CRM – это совокупность технологий и методологий работы для достижения конкретного результата. На этой оптимистической ноте предлагаю данное видео закруглять. Поэтому хочу обратить внимание на обратную сторону реальности. Что это за реальность? Проблематика заключается в том, что весь мир – это зеркала. Поэтому если человек начинает что-то отрицать, то он начинает отрицать собственные зеркала. То есть человек начинает отрицать часть себя. Дело в том, что вместо того, чтобы познавать самого себя, человек начинает самого себя отрицать. Почему это важно? Дело в том, что CRM – это инструмент достаточно жесткий, который лишает иллюзий и исключает возможность себе врать. Поэтому CRM – это не для слабаков. Но если мотивация внедрить CRM превышает неудовлетворенность, то задача как минимум включить в управленческую волю. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокол, чтобы не пропустить следующий выпуск. Высказывайте свою точку зрения в комментариях, ставьте лайки. И увидимся в следующих видео. Пока!